Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш анализ новой серии «Кровавых цветов». Мы посмотрели незабываемо красивый эпизод. Советую посмотреть наше видео до конца, чтобы не упустить подробности. Романтическую близость прерывает стук в дверь. Гуль сталкивается с Азади на кухне. Ее сумка выпала. Кольцо выпадает из него. Роуз в панике. Тем временем приходит Ферат. Он спасает Гуля из трудной ситуации. Берон и Дилан ужинают вместе. Дилан боится близости барана. Он говорит, что «я хочу спать», и убегает. Берон улыбается под усами. Гуль готовит кофе для Ферата. Он обсуждает свои планы с Фератом Гулем. Они пьют кофе из одной чашки. Об их радости и говорить нечего. Берон улыбается, глядя на застенчивое состояние Дилана. Его забавное поведение вызывает улыбку у зрителей. Дилан и Берон ложатся спать. Дилан буквально прячется под одеялом. Берон протягивает руку, чтобы выключить лампу. Дилан в панике. Он говорит, что ты делаешь? Берон говорит, что я выключаю лампу. Дилан говорит, что мне было страшно. Он спрашивает, почему. Их ситуация довольно забавная. Джевдит узнает о планах Цеврии и Ханифе поехать в Германию. Джевдит очень расстроен. На следующее утро Дилан притворяется, что спит в постели. Баран говорит: «Доброе утро. Я знаю, что ты не спишь». Откуда вы знаете? Никто не щурит глаза во время сна. Сабиха узнает, что результаты ДНК не совпадают с ее результатами. Он поворачивается к Хевину и спрашивает, может ли Дилан быть моей дочерью. Берон и Дилан снова встречаются вместе. Они вместе завтракают и болтают. Он держит Дилана за руку. Он говорит, что мы никогда не расстанемся, ты моя судьба. Сабиха и Хевин приходят в особняк. Он хочет поговорить с ним. Тем временем Сабиха видит, как Джавахир заключает сделку с Кудретом. Он говорит, что Джавахир полностью проник в себя. Берон и Дилан думают о том, как их отношения дошли до такого момента. Берон говорит, что мы прошли через множество трудностей. Дилан говорит, твоя позиция в кровной мести усилила мое уважение к тебе. Берон говорит, что ты сделал нашу жизнь прекрасной. Затем он говорит, я горжусь тобой, Дилан Коробей. Когда Сабиха узнала, что Дилана и Барана нет в особняке, она покинула особняк. Уходит вежливо. Гуль тайно покидает особняк вместе с Фератом. Он хочет завершить оставшуюся работу к свадьбе. Сабиха останавливает Джавахира. Ему было очень неуютно в присутствии Коробеев. Дилан говорит Барану, «Я хочу с тобой познакомиться, прогуливаясь по улицам Мардина. Я хочу знать все, что делает тебя тем, кто ты есть». Они вместе посещают рынок. Они любят попугаев. Они весьма приятны. Они смотрят друг на друга с любовью. Они также сфотографировались на сувенире Мардина. Они идут рука об руку по узким улочкам. Сабиха хочет убедиться, что Дилан – ее собственная дочь. Между тем, говорит он, чтобы остановить Джавахира, мне нужно убедиться, что Дилан – моя дочь. Сабиха говорит, что ей нужны ответы на ее вопросы. Берон покупает Дилану расшитый блестками шарф. Он завязывает его местным методом баглама. Уличные артисты начинают играть на своих инструментах. Баран и Дилан под аплодисменты исполняют танец Рейхани. Они ни на секунду не отводят взгляда друг от друга. В конце они целуют Дилана в лоб. Ферат и Гуль поженились. Свидетелями являются Джихан и его друг. Джихан говорит, давай, проведи время в одиночестве. Ферат говорит, что я познакомлю свою невесту с Коробеями.
Бэрон и Дилан находятся на холме Мардин. Он говорит, что это холм влюбленных. Потом он говорит, что здесь влюбленные собирают свою любовь. Он говорит, что слова, сказанные здесь, останутся висеть в воздухе. Дилан сразу говорит: «Я люблю тебя, баран-коробей». Настала очередь барана. В трейлере они поют народную песню вместе с бараном. «Позволь мне умереть, позволь мне умереть, позволь мне стать жертвой языка в твоем рту. Позвольте мне сказать вам». Закончился еще один эмоциональный эпизод. Жду ваших комментариев и смайлов под видео. Мы подошли к концу еще одного видео. Не забудьте подписаться и включить уведомления. Будьте осторожны. До свидания.